Привет! В этом большом видео реально самые интересные и технологически продвинутые кондиционеры, доступные сейчас в России. Покажем и новинки, и крутые модели, которые уже какое-то время в продаже, они ведь хуже не стали. Daikin, Mitsubishi Heavy, Haier, Hisense, Midea, LG, Samsung и другие известные и не очень марки. Все бренды из серии моделей обозначены для удобства в описании видео. К лету самое то. Поставьте лайк, если обзор для вас полезен. Это тостер. Рассказываем о технологиях для жизни. Подписывайтесь и поехали! Главная особенность японских кондиционеров Daikin Ururu Sarara, одна из главных – реальное увлажнение воздуха. Когда кондиционер работает, влага поглощается специальным сорбционным диском из атмосферного воздуха за пределами помещения, диск в наружном блоке, и подогретая подается к внутреннему блоку. По интенсивности увлажнения это до 450 мл в час, норма для увлажнения воздуха даже в просторной гостиной. Дело в том, что когда воздух в комнате сухой, мы ощущаем его прохладным на коже, вдыхая, даже если температура воздуха нормальная, не особо низкая. И хочется, чтобы стало теплее, согреться. И мы начинаем менять настройки кондиционера. А когда с влажностью все окей, воздух ощущается более теплым. В итоге, увлажняя в разумных пределах воздух, можно сократить даже энергопотребление. И, что важнее, получить оптимальный комфортный микроклимат в помещении. Кстати, если вы захотите сделать воздух суше, то опять же в процессе не станет прохладнее, как если использовать классическую функцию осушения в любом другом кондиционере. Приток свежего воздуха тут тоже есть, он небольшой, до 25 кубометров в час, но в целом все равно есть эффект проветривания в помещении без открывания окон. Конечно, если помещение небольшое, то и эффект этот сильнее. Ни один кондиционер не заменит хороший очиститель воздуха, но улучшить качество воздуха Daikin Ururu Sarara действительно может. Здесь работает технология Flash Streamer. Электростатика задерживает мельчайшую пыль, пыльцу растений, фотокатализ против газообразных загрязнений. Тот же сигаретный дым, по сути, разбивается на составляющие, и знакомый всем неприятный запах пропадает. А сгенерированный поток быстрых электронов расправляется с формальдегидом, вирусами, плесневыми грибками. В воздухе же порой чего только нет, и часто в квартире воздух грязнее, чем на улице. Вы же знаете, да? И, кстати, обычно фильтры в кондиционерах нужно чистить вручную. Здесь вся система фильтрации очищается автоматически. Плюсы в смысле гигиены и легкости обслуживания. И энергопотребление в норме. Просто с грязными фильтрами вентилятор внутреннего блока будет выходить на повышенные обороты, что и увеличит расход электроэнергии, но с автоочисткой этого, правильно, не случится. Вся грязь фильтра собирается в небольшой полости, откуда ее легко удалить пылесосом, например. Технология Intelligent Eye. Датчик движения, по сути. Кондиционер разделяет комнаты на зоны. Левая, правая и центр. И отслеживает активности в них, направляя поток воздуха, например, в сторону от человека. А если в комнате 20 минут ничего не происходит, кондиционер переходит в энергосберегающий режим. В серии Daikin Ururu Sarara доступны модели для помещений разной площади. И да, это весьма дорогие кондиционеры. Daikin никогда и не были бюджетными. И надо понимать, что мы в рамках большого мультибрендового обзора, конечно, рассказываем только о самом интересном и впечатляющем в них. Есть у Daikin и другие кондиционеры. Нет, они тоже не бюджетные, просто другие. Например, серия Emura выделяется современным таким минималистичным дизайном. Явно учтены современные тренды, отсутствие глянца и отход от сглаженных закругленных форм. Кроме белого и черного есть еще серебристый цвет. И технологически это тоже очень круто. Есть очистка воздуха Flash Streamer с дополнительными фильтрами, обеззараживающим с ионами серебра и титанопатитовым, таким дезодорирующим. Intelligent Eye здесь
скромнее. Не трех, а двухзонный датчик. Отмечу еще тепловой бустер. Максимально быстрый прогрев помещений сразу по включении кондиционера. Не надо ждать несколько минут, пока кондиционер, раскочегарится. Время работы этого режима 20 минут. Уж точно заметно потеплеет даже в не самом маленьком помещении. Кондиционеры Samsung Bespoke AI Wind-Free, или просто Samsung Wind-Free. Многие, думаю, знакомы с этой серией. Тут технология работы без сквозняков. Вот эта перфорация на корпусе не только для красоты. Через отверстие проходит воздух, и поток получается очень плавный, никому не дует. Это очень хороший вариант вот именно для поддержания комфортной температуры, когда уже кондиционер ее достиг. К тому же в режиме Wind-Free кондиционер работает очень тихо. И это для разных же ситуаций. В спальню отлично, в детскую, да и в гостиную вполне окей. Смотрится кино с семьей, и ничего вас не отвлекает, и никого случайно не продует. Честно, я очень люблю эту технологию и считаю ее реально полезной именно для пользователя реального. Не зря же сейчас уже появляются похожие решения и у других производителей. Но это не все фишки Samsung Wind-Free. Здесь прокачана очистка воздуха. Предварительный фильтр улавливает пыль покрупнее, а дальше хороший, большой на весь воздухозаборник электростатический фильтр, который притягивает даже пыль мельчайшую, частицы PM1.0. Погуглите, это еще меньше, чем PM2,5. И есть датчик лазерный качества воздуха, и можно активировать в приложении ИИ отслеживания качества воздуха. Например, кондиционер сам включится и очистит воздух, когда это потребуется. Кстати, в Samsung Wind-Free вообще очень много реально интеллектуальных функций. Тут и датчик движения, и поток либо отводится от человека, либо следует за ним. И вообще много всего завязано на приложении Samsung SmartThings. Я считаю, что это одна из лучших сейчас подобных экосистем. И у нас есть видео отдельное про возможности этого приложения. Посмотрите, реально интересно. А кондиционер, например, когда он в коннекте с приложением, может включаться, когда вы приближаетесь к дому, заходите, а у вас уже прохлада, все как вы любите. И выключаться, когда отдаляетесь от дома. Есть тут и продвинутый авторежим на основе климатических предпочтений владельца и погоды за окном. И режим для комфортного сна, когда принимаются во внимание даже фазы сна. Часы же отслеживают это в экосистеме SmartThings. И даже специальные режимы работы кондиционера для оставшихся дома домашних животных. Это еще не все фишки его. Посмотрите наш подробный обзор и тест этого кондиционера. Там фишки практически все. Вот еще мои любимые кондиционеры. Это не супер новинки, да, но я их люблю, потому что они так нехило упакованы. Это обе модели, и серия Enterprise, и Crystal Air Electrolux, они с притоком свежего воздуха. Здесь немного поменьше, 30 км в час, а здесь прям побольше, до 60, причем с возможностью регулировки. Здесь еще есть режим рекуперации воздуха, то есть контролируется воздухообмен в помещении лучше. Это круто. Смотрите, что еще в них? Я уже даже не говорю, что это инверторный кондиционер, естественно. То есть момент с экономией электроэнергии, если кому-то это важно, здесь он есть. Это один из больших плюсов инвертора. Дальше. Здесь, конечно, стоят фильтры на очистку входящего воздуха. Это фильтры, выполненные по технологии HEPA. Здесь F7 фильтр и H11 стоит фильтр. То есть качественная очистка воздуха. Здесь еще история с таким созданием реально потока. Они называют его 5D, маркетологи. Но тут принцип в том, что создается мягкий поток, причем он может быть разделен. Часть потока у вас уходит наверх, часть вниз, и они постепенно смешиваются в помещении. Здесь еще перфорированные жалюзи есть для еще более мягкого такого потока воздуха. И в итоге смысл в том, что вам просто максимально комфортно. У вас нет этого потока, который вас сдувает. У вас
ну, вам прям хорошо, такой классный микроклимат. Вот эти вот истории здесь, наверное, главные. Конечно, это все заходит в умный дом, это все управляется с смартфона, но это топовые кондиционеры, поэтому это, конечно, здесь учтено и работает. Еще, поскольку это инверторные технологии, инверторные компрессоры вот в наружных блоках, то это, конечно, стабильная работа и при низких температурах тоже за окном. То есть на обогрев он может у вас работать, ну, даже когда там минус 20 на улице, например. Ну и плюс это еще и красиво, потому что крутые кондиционеры, они должны быть красивыми. Есть еще разные варианты, но вот здесь вот эти по дизайну мне прям сильно нравятся. Напишите в комментариях, как они вам. Ну, нас бы не поняли, если бы в обзоре кондиционеров не было бы моделей Mitsubishi. И они есть. Вот они. Это Diamond, ну, это известная их серия. И вот эти топовые модели, ну, как нам объяснили, были белые, а сейчас появились уже на российском рынке продажи вот такого цвета. Но правда выглядит круто и высокотехнологично. И здесь, как вы видите, вот так вот еще специально дополнительно приоткрывается воздухозаборник. Зачем это нужно? Ну, просто чтобы у вас воздушный поток, который вы получаете от кондиционера, он был, ну, мощнее, больше, объемнее. Да? То есть там еще крыльчатка вентилятора сделана, ну, прокачана, что называется. Вот. И вы в итоге при этой же мощности можете получить более объемный воздушный поток. Это иногда бывает нужно, например, при желании быстро охладить помещение, там, в турборежиме. Здесь есть технология «Умный глаз», ну, тоже уже известная, но она, в общем, может быть полезна кому-то в некоторых ситуациях. То есть здесь режим обхода воздуха, то есть воздушный поток может отводиться от человека, например, если очень холодный, ну, прохладный воздух, или, наоборот, следование за человеком, например, ну, такого теплого воздуха. Но, кроме того, здесь еще одна есть функция, она характерна для всех кондиционеров с умным глазом. Это когда кондиционер отслеживает ситуацию в комнате, и если, ну, как-то ничего не происходит, то через некоторое время кондиционер, ну, переходит в режим ожидания, ну, даже не ожидания, такого эконом-режим, то есть он может поддерживать в комнате заданные настройки, но, что называется, без фанатизма. Это в том числе экономит еще и электроэнергию. Здесь есть технологии самоочистки, такие уже классические для топовых премиальных моделей. Это и там замораживание, грязь, загрязнение уходит в дренаж, дальше просушивание теплообменника, ну, чтобы вот максимально по гигиене, что называется. Плюс здесь еще есть технологии, которые способствуют, ну, очистке воздуха. В частности, как нам сказали, здесь есть антиаллергенные фильтры, какие-то аллергены, пыльца, если есть, то воздух станет качественнее, этого всего в воздухе станет меньше. Ну, вот так по шуму минимальный уровень 19 дБ, но это такое нормальное, хорошее значение по рынку. Конечно, они красивые. Кондиционеры MZV тоже для вас нашли, ну, тоже известный очень бренд в сегменте кондиционеров. Одна из интересных у них сплит-систем — это Integra, ну, серия Integra и Integra Pro. Вот не так выглядят, ну, такой технологичный минимализм, я это так назову. Черный, кстати, симпатичный. Одна из фишек здесь — это интеллектуальный режим, ну, AI, искусственный интеллект, куда же сейчас без него. Даже специальная кнопка есть вот на пульте. И смысл в том, что кондиционер, ну, во-первых, он отслеживает ваши алгоритмы использования, собственно, его кондиционера. Кроме того, он коннектится, ну, с большими данными через интернет и отслеживает погоду. И дальше он уже алгоритм своей работы выстраивает так, чтобы вот комфортные для вас условия были, ну, собственно, при любой погоде. То есть либо там более интенсивно работает, либо менее интенсивно, да, поддерживает температуру. Ну, то есть вы просто можете нажать одну кнопку и больше ни о чем не думать. Ну, так это все позиционируется. И причем тут еще есть момент с экономией электроэнергии. Вот ребята говорят, что есть в мобильном приложении прямо два графика. Вот работа с функцией искусственного интеллекта и без. И вот там можно сравнить, насколько там больше или меньше кондиционер потребляет в том или ином режиме. Но это интересно, по крайней мере, это сразу у вас визуализирует этот момент. Еще здесь вот жалюзи, вот это оно, ну, я его сейчас не покажу. Но вообще в определенном режиме оно может создавать поток, например, теплого воздуха, если кондиционер работает в режиме обогрева, теплого воздуха вниз, и по полу он будет идти у вас, и дальше подниматься. Но опять же, чтобы не было направленного потока на вас, не очень приятно, да, когда там очень теплый воздух на вас попадает. А так аккуратненько, все, комфортный такой микроклимат в помещении. Это вот серия Integra, кондиционеры MZV и Integra Pro. Ну и давайте еще напомню вам про систему MZV Nova, про сплит-систему MZV Nova 3 в одном. Это не новинка, она даже была уже где-то у нас в обзорах, но она так
интересно смотрится, привлекает внимание. Вот и привлекло мое внимание снова. Здесь приток свежего воздуха, так что если вот вам эта технология нужна, можно обратить внимание на эту сплит-систему. До 40 кубометров в час здесь приток. Фильтруется, очищается воздух, там фильтр по HEPA-технологии стоит. Это все здесь, конечно, есть. Дальше, ну, вот еще раз повторюсь, такой интересный внешний вид. Здесь вот дисплей, он дублирует те функции, которые вы выбираете прямо на корпусе. Здесь есть еще режим поддержания, ну, это не режим поддержания влажности, это, скажем так, режим сохранения той влажности, которая вам нужна. Как он работает? Здесь все максимально просто. Например, в режиме обогрева вы выставляете ту влажность, которая вам комфортна, ну, ниже которой вы не хотите, чтобы влажность опускалась. И если кондиционер, а у него есть датчик влажности интегрированный, если кондиционер понимает, что как-то уже ниже, то он просто прекращает работать на какое-то время, да, и вот так. То есть, но тут нужно понимать, что он прекратит работать, и дальше у вас обогрев, например, закончится. Еще технологии, это, например, ионизация здесь есть, то есть немного чище ваш воздух у вас в помещении он сделает. iClean — это самоочистка, такая прокачанная, топовая, здесь грязь с теплообменника уходит, все просушивается. Ну, в общем, вот эти вещи здесь тоже есть. Кроме того, здесь еще очень круто, кстати, есть технология этого мягкого потока. Видите, здесь перфорированные жалюзи. Кто-то любит, кто-то нет. Я, например, очень люблю эту технологию, потому что, ну, реально на тебя ничего не дует, а при этом в помещении у тебя, ну, например, прохладно. Причем здесь двойные вот такие жалюзи, как нам объяснили еще, здесь может быть выстроен такой поток, когда у вас воздух идет по потолку, ну, например, холодный, да, и вот именно благодаря, ну, определенному положению этих жалюзи. И дальше он, прохладный воздух, и он дальше опускается на вас, опять же, это комфорт. Ну, в общем, вот такая сплит-система MDV Nova 3 в одном с притоком свежего воздуха. Выглядит так технологично. Вот еще нашли кондиционер. Кондиционер Taycon. Это такая прокачанная тоже сплит-система. Может работать до минус 25 градусов. То есть это инвертор, причем full инвертор и компрессор, да, и здесь мотор вентилятора. Кроме того, здесь есть перфорированные жалюзи, то есть это может быть довольно мягкий поток воздуха, приятный для пользователя. Он так неплохо смотрится, но вот главная фишка его – это технология ароматизации. Это вообще модная тема сейчас, как так начинается она потихонечку. Вот. И здесь это реализовано так, что у вас вот с двух сторон есть вот такие вот истории. Вот. Ну, привыкните. Вот, и вот здесь такие аромадиски, что ли, вставляются. Причем у ребят здесь есть коллекция ароматов, ну вот пока столько. Если какой-то вам понравится, можно это использовать. Но почему нет? Иногда приятно это все сделать. Taycon, вот такая серия. То есть здесь и технологически это интересно. Кстати, еще есть искусственный интеллект, но это AI-режим, да? Похоже на MDV. Да, то, что мы рассказывали вам про кондиционер MDV, здесь тоже есть. И вот такой режим, функция ароматизации тоже приятно. Напишите в комментариях, как вам кондиционеры с ароматизацией воздуха. Deluxe Pro — это флагман LG. Круто выглядит, но смотрите, напишите в комментариях, как вам, по-моему, очень круто, модно. Смотрите, здесь есть еще дополнительный дефлектор, то есть у вас могут быть закрыты вот жалюзи все, но поток воздуха не прекращается, и получается такой мягкий поток воздуха, который вам не мешает. Но это тема, которая идет вот на протяжении всего обзора, да, мягкий поток воздуха, который вам не мешает, и комфортный микроклимат. Вот здесь это тоже возможно, естественно, но это премиальная топовая модель LG. Причем в этом режиме можно регулировать и скорость воздуха, ну, скорость потока, там есть несколько ступеней, и можно регулировать температуру, задавать тоже. Ну, что важно, это, опять же, удобно для максимального такого комфорта пользователя. А плюс-плюс энергоэффективность, это важно, особенно когда вы кондиционер используете, ну, долговременно и систематически каждый день, где жарко и так далее. Шум 19 дБ, и здесь еще, ну, такая топовая современная система самоочистки, ну, все как в топовых моделях, с замораживанием, потом с оттаиванием, все промывается, сушится теплообменник, и у вас максимум по гигиене, у вас все нормально. Топовая модель LG, но это не все, что есть у LG, серия Art Cool Mirror, ну, не знаю, кому как вот эта вот зеркальная история, мне так себе. Напишите в комментариях, как вам. Я вот прям вижу, что здесь ультрафиолет, но сразу повторюсь уже, что ультрафиолетом вы весь поток воздуха не очистите. Скорее всего, это он направлен на очистку именно
теплообменника, да, вот внутренности кондиционера. Но зато здесь есть ионизация, такая правильная, положительные и отрицательные ионы, то есть немножко можно как-то качество воздуха улучшить. Ну и знакомая, наверное, уже многим серия Art Cool, это именно такого вот необычного формата, на самом деле довольно давно уже на рынке. И у LG есть еще, мы снимали в прошлом, кажется, году, вот такая же серия, только вместо такой вот панели декоративной, здесь экран, настоящий экран, дисплей, собственно, можно удобно управлять, можно выводить какие-то изображения свои, там, смотреть ютубчик и так далее с кондиционера. Ну вот здесь мы нашли именно такой классический Art Cool с интересной такой панелью, которую, конечно, можно менять, они сменные. И вот сейчас Hisense, и здесь фишки в чем? Это такая крепкая, прокачанная, хорошая инверторная модель. Кроме дизайна, вот это металл, кстати, здесь приятно так. Кроме дизайна, здесь еще на самом деле много полезных вещей. Это инвертор, который работает на обогрев минус 25. И вот многие забывают о том, что иногда бывает необходимость работы кондиционера на охлаждение при отрицательных наружных температурах. Так вот, здесь это, конечно, возможно, потому что инвертор и до минус 20 его можно включать. Это важный момент. Шум при этом низкий. Это причем инвертор, full инвертор, то есть здесь и наружный блок инверторный, да, компрессор, и здесь мотор вентилятора тоже инверторный. Способен он быть частью мультисплит-системы, то есть эти все подключения возможны. Технология Smart Eye, то есть у нас отслеживает, не новая, но она иногда бывает полезна. Отслеживание положения человека и направление потока либо за ним, либо отвод потока воздуха. Шум низкий, 18 дБ, но это, в принципе, такой обычный показатель по рынку. И, кроме того, здесь мы можем делать воздушный поток вот так вот по стене, да, чтобы он шел. Ну и таким образом организовывается мягкий такой воздушный поток, опять же, чтобы он на пользователя не попадал по стене, по полу и дальше распространяется по помещению. В общем, скажу так, он красивый, такой необычный дизайн, но в целом здесь такие классические для современного инверторного топового кондиционера, топовые характеристики. А как он вам, пишите в комментариях. Дальше у нас кондиционеры для солидных господ и их прекрасных спутниц. Это бренд Casart, это премиум марка Haier. Смотрите, это совсем новые кондиционеры. Про них, честно говоря, мало кто еще что знает. И, в общем, ничего мы не смогли такого интересного выяснить. Но вот так они будут выглядеть. Их привезут в этом году, в 26-м, в Россию, где-то к середине года, говорят. Во-первых, это красиво, что называется. Они, правда, круто выглядят, но больше пока ничего не скажу. Зато скажу про другие кондиционеры. Давайте сразу вот сюда, к супер премиуму. Это кондиционеры, они так необычно выглядят. Необычно, потому что вот эта история здесь, да, это на самом деле подмес свежего воздуха. Вот так здесь реализован. То есть это кондиционеры с притоком воздуха. Модная тема сейчас в премиальных кондиционерах, да уже и не только премиальных, пока еще по большей части. До 40 кубометров в час, вот по максимум здесь подмес воздуха, можно регулировать. Кроме того, здесь еще можно организовывать, скажем так, раздельные климат-зоны, потому что здесь поток может быть разделен и идти в две стороны. То есть, например, у вас там один человек в одной стороне комнаты, другой в другой стороне комнаты, и оба будут получать прохладный воздух от кондиционера. Конечно, вы будете смеяться, но это инверторные кондиционеры. Здесь подготовленный такой с зимним пакетом уже, by default, по умолчанию, наружный блок, и до минус 30 можно использовать. Кроме того, здесь еще, на входе свежего воздуха, конечно, здесь стоит хороший HEPA-фильтр. Еще, так, как это открывается, да. Вот здесь HEPA-фильтр, но его здесь нет, чтобы господа, их прекрасные спутницы, не украли ничего. А здесь еще есть электростатика, по сути. То есть это тоже служит дополнительной очистке воздуха. Есть ультрафиолетовое излучение. Это отчасти это обеззараживает воздух, я уже говорил об этом. Скорее это для чистоты и гигиены самого внутреннего блока. Конечно, здесь реализованы все современные системы самоочистки кондиционера, которые есть. То есть замораживание, оттаивание, просушивание, именно теплообменника. И опять же гигиена, да, чтобы вы меньше этим заморачивались. И еще здесь есть интересная функция, это ароматизация. Там
как нам сказали, где-то внутри есть специальная капсула, наливаете, например, аромамасло, что-нибудь такое, и у вас происходит подмес вот вашего любимого аромата, собственно, к воздуху. Ну, честно говоря, мне кажется, это надоедает, но попробовать можно. Ну вот, эти кондиционеры, они тоже красиво выглядят. Я не люблю глянец, но, в принципе, вот даже так глянцево они смотрятся так технологично. Вот стараются производители прокачивать свои кондиционеры на предмет очистки воздуха. Ну, кто как это делает. Обычно у нас, если кондиционер с притоком, ну вот как этот кондиционер Funai, то воздух очищается, ну, именно тот, который приточный. Здесь пошли дальше. Здесь и он очищается, естественно. Но, кроме того, вы можете использовать этот кондиционер как, ну, очиститель воздуха, потому что через этот фильтр, это HEPA H11, может прогоняться и воздух, ну, вот комнатный, который у вас в комнате. Я так подозреваю, что там, конечно, ну, не весь мощный поток, на который способен этот кондиционер, может прогнаться, потому что там это связано с определенными техническими сложностями. Но какую-то часть воздуха комнатного кондиционер может очищать, именно пропуская через вот фильтр HEPA H11. Но это интересный подход к очистке воздуха, который, ну, действенный, потому что механическая очистка воздуха, вот HEPA, она все-таки, ну, максимально эффективна. Так что здесь это интересное решение. Ну, как я уже сказал, здесь приток свежего воздуха. Это, опять же, модная тема и полезная. На самом деле это очень круто. Здесь Wi-Fi, ну, полностью Wi-Fi ready, здесь уже встроенный Wi-Fi модуль, то есть вы можете управлять с смартфона. Может это все работать с голосовыми помощниками типа Алисы. Там Алиса, включи кондиционер, Алиса, сделай потеплее, Алиса, сделай попрохладней. Это все у вас будет работать, а это уже привычная тема, и это очень удобно вот в контексте климатической техники. Плюс здесь Smart Soft Air, ну, это вот эти вот жалюзи, которые перфорированы и которые могут обеспечить, ну, такой мягкий довольно поток воздуха, что приятно. И по шуму тоже важный момент, потому что, ну, многим мешает спать кондиционер. Здесь вот не 19 даже, а 18,5. На самом деле, вот на эти цифры, это так кажется, что 18,5 это всего лишь на полдецибела меньше, чем 19. На самом деле это уже, ну, вот в этих значениях, это уже прям хорошая разница. И это действительно тише, чем 19 децибел. 19 это такое общее по рынку значение. Ну вот, это основные моменты с этим кондиционером. 7 скоростей вентилятора, то есть можно максимально под себя подстроить поток воздуха. Естественно, здесь тоже по потокам все это максимально регулируется. Может быть, вниз поток там, того же теплого воздуха, ну и так далее. Или вверх поток прохладного. В общем, такая флагманская модель Funai. Если к лету будете ставить кондиционер, и вот нужна эта история с притоком и с очисткой воздуха, рекомендую обратить внимание. Привет, Эва. Что я могу сделать? Вот так работает голосовое управление. Включи кондиционер. Кондиционер в чем? Да, смотрите, голосовое управление, да. Но это на самом деле удобно. Удобно, но плюсом это все работает еще и с Алисой. Потому что, знаете, когда видели, как я с ней общался, то есть нужно все время быть около кондиционера, да, там кричать откуда-то издалека не очень удобно. А Алиса все-таки может быть где угодно, и вы вот таким образом тоже можете включить кондиционер. Здесь много команд, на самом деле, вот, можно реально общаться с кондиционером. Но вот ограничения, потому что вы должны быть не очень далеко. Это инверторные кондиционеры, они могут работать при температуре минус 20 вот, на обогрев, например. Кроме того, здесь, ну, поскольку это все завязано с Wi-Fi, с интернетом, с мобильным приложением, доступны также умные сценарии для работы кондиционеров, там, не знаю, к вечеру, к вашему возвращению домой, там определенная температура и так далее. Здесь ультрафиолетовая стерилизация. Причем здесь довольно большие стоят ультрафиолетовые лампы. Я все время немножко говорю, что УФ в кондиционерах это такой маркетинг. Но здесь это прокачали, и лампы реально большие. И в принципе, конечно, вот весь поток не обрабатывается, но поскольку у вас, ну, когда кондиционер правильно работает, то у вас замкнутое помещение, у вас закрыты форточки и так далее. Постепенно, в принципе, поток, весь воздух помещения может быть, ну, стерилизован, скажем так, он становится чище, так скажу. Кроме того, здесь есть технологии «Умный глаз». Это отслеживание, ну, вы уже, наверное, знаете, кто смотрит видео про кондиционеры, это отслеживание положения пользователя, и поток направляется либо на пользователя, либо от пользователя. Плюс это история с тем, что отслеживается вообще движение в комнате, и если никого нет, то дальше кондиционер уже в более экономичный режим работы переходит. Это экономия электроэнергии. Плюс есть технологии самоочистки,
очистки здесь в этих кондиционерах. Ну, те самые современные технологии с заморозкой, с оттаиванием, с удалением грязи в дренаж, с просушиванием. Это гигиена, это теплообменник, который вам прослужит, ну, дольше. Ну, вот так. Причем здесь есть как топовые модели, но вот эти с голосовым управлением. Также серия Тавада. Кстати, вот эти названия все, это названия японских озер. То есть не просто ребята из головы так что-то себе придумали там. Это именно, ну, так, может, кому-то интересно. Есть у ребят еще и такая, ну, бюджетная серия. Это и ОНОВ кондиционеры, и инверторные. Вот серия Бива. Ну, то есть просто покупаете себе кондиционер для того, чтобы вас охлаждало или там работало на тепло. Да, кстати, чтобы вы понимали, что означает вся эта конструкция, она просто показывает, как движется поток воздуха. То есть у вас кондиционер висит, ну, где-то довольно высоко, и вы, собственно же, настраиваете его так, что поток у вас идет, ну, почти по потолку. И дальше холодный воздух, он так потихонечку опускается вниз. И это максимальный комфорт для пользователя, потому что не дует прямо на него. То есть это вот демонстрация возможностей современного кондиционера, в частности, вот модели Aqua. Ну, еще у нас для вас в этом обзоре кондиционеры Haier. Ну, Haier важнейший игрок в этом товарном сегменте, так что посмотрим. Начнем вот с этих моделей. Ну, первое, что бросается в глаза, такой немножко необычный дизайн. К счастью, это не глянец. Вот от глянца постепенно производители уходят. Это такая ребристая поверхность, ну, такая текстура интересная очень, я думаю, под разные интерьеры подойдет. Что касается наполнения, это инверторные модели, здесь, понятно, разные мощности есть, вот по производительности можно будет выбрать. Из подсказочки, да, я буду подсматривать. Из того, что интересно точно будет пользователям, это ОФ-стерилизация. Ну, конечно, это не очистка прямо воздуха, стерилизация, потому что там скорость потока такая, что у вас, ну, собственно, никакая лампа не успеет. Но где-то частично это происходит. Плюс это стерилизация еще непосредственно самого внутреннего блока, да, вот этих всех механизмов, которые там. Здесь еще декларируется минимальный шум. Ну, понятно, что это в режимах типа сон и вообще в минимальном 18 дБ. Но это хорошо. В принципе, это такой нормальный уровень по рынку, 18-19, но это тихо. Так что не помешает он в этих режимах. Поскольку это инверторный кондиционер, то он будет у вас работать на обогрев даже при температуре в минус 20 градусов. Так называемый 3D-поток здесь. Ну, здесь можно сказать, что перфорированные вот эти жалюзи. Ну и такие регулировки потока, они максимально доступны для пользователя. Ну, то есть вы можете подстраивать под себя поток. И в горизонтальной плоскости, и вертикальной, где-то может по стене практически пойти, да, чтобы это не дуло на пользователя, ну, на вас. Дальше еще Flexis инвертор. Ну, в принципе, они схожи по характеристикам. Здесь тоже разная мощность. Здесь еще есть дополнительные цвета, немножко другой дизайн, другая текстура здесь. И плюс здесь добавили еще датчики движения. То есть датчик отслеживает, собственно, пользователя в комнате, и дальше вы можете настроить. Либо поток следует за вами воздушный, либо он вас избегает. Ну, как вам максимально комфортно. А так это тоже инвертор, тоже разные мощности, тоже здесь ОФ-стерилизация плюс ионизация. Ну, тут она тоже есть. И это вот основные характеристики. Здесь, кстати, потише он, заявлено 16 дБ. Но это прям хороший показатель. И следующие это прям такие премиальные кондиционеры Haier, серия Jade. Здесь, ну, другой дизайн. Глянец, я его не люблю, но кому-то понравится. Вот здесь вот нет глянца, кстати. Такой белый корпус. И да, это тоже инвертор, тоже разная мощность. И здесь еще этот кондиционер. Главное отличие вот кондиционеров серии Jade от предыдущих, это то, что они прокачаны еще на очистку воздуха. Понятно, что они как кондиционеры работают и на охлаждение, и на обогрев, и на вентиляцию. Кстати, здесь еще, ну, назовем его так, усиленная комплектация наружного блока. По сути, это вот по умолчанию вы получаете зимний пакет. Даже при температуре минус 25 вы можете его использовать для работы в режиме обогрева, например, ну, до минус 25. А там обычно еще запас у них есть, на самом деле, по температуре отрицательной. И прокачаны они для очистки воздуха.
Здесь не просто там фильтры сеточки, там не просто UF-стерилизация и так далее. Здесь AFD-фильтр, ну, простыми словами, это электростатика. У вас пыль, вот мелкие частицы все, они задерживаются электростатическим фильтром. Это, ну, не дает вам, конечно, все равно степени очистки, как механические HEPA-фильтры, но воздух реально становится, ну, сильно чище. И фишка в том, что это не маленький какой-то фильтр, да, вот там на сегмент. Это фильтр, который закрывает вот весь воздушный канал, и поэтому у вас, ну, реально воздух становится чище в помещении. Ну вот, кондиционеры Haier, напишите в комментариях, какой вам больше понравился. Вот уже выходили с выставки и нашли для вас две таких красотки Midea. Ну, давайте расскажу. Вот эта модель Gaia, она похожа очень, сейчас многие скажут, на MZV, да, на кондиционер MZV, но она более прокачанная, да, здесь нет этого дисплея сверху, здесь еще больше сам поток, вот подмес свежего воздуха, да, это кондиционер с притоком свежего воздуха, и вот там 40, а здесь 60. Но выглядит так мощно, хорошо, современно. Здесь вот эта вот история тоже с перфорированными жалюзи, причем здесь двойные перфорированные жалюзи, ну, то есть для такого максимально мягкого потока воздуха, если вам этого хочется. Это реально работающие технологии, ребята. Там у Samsung, и вот здесь мы это видим, это реально очень приятно получается для пользователя. Так, дальше, что еще? Ну, понятно, что это инверторный кондиционер, что здесь работа в минусовые температуры на обогрев, да, здесь энергоэффективность А++, причем это сезонные коэффициенты, это вот такое правильное реальное измерение, и это управление через мобильное приложение, конечно, я так надеюсь, что это все работает с Алисой, да, если никто не подскажет, работает с Алисой. Вот. И другая модель, она без притока воздуха, ну, потому что не всем это нужно. Но, во-первых, круто очень выглядят, вот обе эти модели, они круто выглядят. Здесь тоже вот эта технология мягкого потока воздуха, вот я бы, честно говоря, вот только за вот эти вот истории покупал бы современные кондиционеры, потому что ничего он тебя не дует, вот, когда тебе неприятно. Вот так, как на картинке сидишь и радуешься. И здесь еще есть, ну, такая функция, которая может понадобиться, Cool Boost, быстрое охлаждение, говорит, за 6 секунд. Ну, понятно, видим, когда площадь имеется в виду определенная, да, там. И, ну, вот можете вот так вот, когда очень жарко, вы пришли, можно, наверное, заранее с смартфона тоже охлаждение настроить. Ну, в общем, это прокачанные такие истории, инверторные, Breezeless, да, называется серия. Напишите в комментариях, как вам эти кондиционеры. Мне не нравится и дизайном, и вот в смысле технологий. Мы старались подобрать самые интересные модели, и мне кажется, у нас получилось. Чего стоит только Daikin с реальным увлажнением воздуха. А как вам Taycan с ароматизацией воздуха? Не так технологически впечатляющий, конечно, но тоже может быть востребовано. Как всегда, на высоте корейцы, и у LG, и у Samsung достойные модели. Ну и китайцы, конечно, рвутся вперед. В частности, у Hisense крутая трендовая серия. В премиуме Casart очень интересные, яркие в смысле дизайна модели с притоком воздуха, с эффективной очисткой воздуха и тоже с ароматизацией. Напишите в комментариях, что зашло вам, что хотели бы домой, какой кондиционер. Если уже есть опыт с какой-то маркой, тоже делитесь. Ну и лайк, если не жалко, если видео полезно. Пусть его увидят больше людей, которым интересна тема. Это Тостер. Рассказываем о технологиях для жизни. Подписывайтесь на нас там, где вам удобно. ВК-видео, Рутюб, YouTube, Дзен, Телеграм, Макс, ТикТок. До новых обзоров и тестов. Пока!